Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зубы, и сегодня будем за Капибарку Квина играть дальше, будем его прокачивать на следующие уровни, я правда не знаю, хватит нам на 5 или нет, но я думаю хватит, потому что здесь 10, потом должно быть вроде бы как 20, ну и как раз должно хватить на 5 уровень, ну потому что начальный уровень хочется проскипать побыстрее, чтобы оценить персонажа, как он стоит того или нет. Ну, в общем, погнали. У нас появляются первые атрибуты, аж 5 штук в одной ветке прокачки, жестко. Ну и вот он, 4 уровень Капибарки. Надеюсь, мне еще золотого сундучка повыпадают. А, 15. Я даже ошибся, не 20, 15, ничего себе. Хотел сразу прокачать, понимаете? Ветку зачем качать? Ну, хотел сразу чисто закинуться и пойти дальше. Понимаю. Ну, как говорится, а чё нет? Я бы закинулся. Ну, что я, кстати, по Капибаре, по первым впечатлениям, ну, персонаж интересный. Вырывается он зачетно, красиво. Я уже говорил, под связочку там типа с волком. Очень жестко смотрится. Поэтому потенциал есть. Вообще подсвязки в любых персонажей очень жестко смотрятся. Именно в командных боях, которые там стягивают типа Брюса, станет типа Бака. Под феромоны он очень круто смотреться будет, потому что... Ну, пока нет первобытного инстинкта, да? Потому что у персонажа очень здоровенный... Ну, огроменный, да, не здоровенный, огроменный массовый урон. И за счет этого огромного массового урона он может себе позволять очень жестко выкашивать противников. Такие вот дела. Ему еще, наверное, бицуха подойдет, скорее всего, под образ игры. Но это не точно. Так, ну что. Ботинок залутаем. 4,4 скорости он добавляется по суше. Кажется, стоил он подороже. Я, правда, не знаю сколько. Но тут на таком уровне цены это ни о чем. Особенно, когда ты с 17 лиги уже, и тебе один сундук там вот серебряный открывал, по 4000 монет сыпет. Ну, вы понимаете, да? Ну и на 16 на 6 уровень нужно будет уже 20 жетонов, и нам откроется тогда второй слотик. Но это уже как-нибудь в следующий раз, когда жетончики нападают. Ну и давайте распределять, по 3 атрибута в каждом оружии нам выдали. Бомба. Бомба-боулинг. Как вы знаете, у этой бомбы сейчас есть просто нереально огромный радиус. Смысла его бустить, конечно, вот так вот нету, но на 4% есть смысл. Ну и, наверное, сделаем вот так вот. Я думаю, это будет максимально идеально, потому что мы, во-первых, забустим радиус. Огромный радиус забустим на 4%, даст еще больше радиус. Ну вот, к примеру, 5,2 радиус, да, с бустом, а так 5. То есть, понимаете, 0,2 радиус это много, это очень много. Идем дальше. Дробовик. Дробовик у нас залп. Дальность 9 метров. Средний дробовик, если я не ошибаюсь, у нас у Капибарки. А значит, нужна вот такая вот механика. Дальность и перезарядочка. И дальше у нас копье. Копье у нас круговое, тут нужно тоже вкачивать дальность. Наверное, тоже в 2 параметра, потому что, ну, чем дальше, тем лучше. А копье, как бы вот, дальность 6,16 у нас с прокачкой, а без 13%, видите, 5,45. То есть значительный буст дает. Поэтому качаем. Ну что ж, Капибарка у нас на дальность прокачан. Опять же, для чего дальность качать? Чтобы в ближнем бою достать до противника, который чуть дальше находится, после прыжка. Ну и погнали вырываться. Будем играть, конечно, командные бои, потому что, ну, конечно, здесь игроки не очень играют и все дела, но можно заодно... Есть время, в общем, потестить персонажа, поврываться, поделать ошибки, которые вам простят, так сказать. Вот так вот модненько врываемся. Видите замедление, кстати, да? Крутое. Крутое замедление, а тут не достал. Ну, бывает. Там, кстати, противники бегут. Яра здесь быкует. Лутаем аптечки. Что с Ярой не так? Ну, вот видите, да? Игроки немножко неадекватные попадаются. Я бы сказал, даже не немножко, а очень сильно неадекватные. Ну, ладно. Не будем об этом. Ну, вот, по поводу длины. Длины... Так, давайте похилимся, заберем аптечку. Длина нашего прыжка. На самом деле очень маленькая. Но урон массовый это приятное. Очень приятное. Ой, ё-моё! Вот это я, конечно, сейчас там вам накосячил, да? Так, я надеюсь, растянул нормально. Блин. А я еще и умер. Да как? Ой, короче. Я просто окно только что. Ай, ладно, с игрой уменьшил очень жестко. Короче, взял закосячил. А ведь... Ой. В общем, надо будет после этого раза все-таки сделать то, что я хотел сделать. Чтобы больше таких ситуаций никогда не было. Но просто иногда приходится переключаться. И там возникают такие ситуации. Ну, короче, все сложно.
Как обычно, впрочем. Ну, бывает, бывает. Опять же. Я что-то думал, что меня команда поддержит, кстати, вот, когда только что я вот это вот окно там менял, все дела. Я что-то думал, меня команда поддержит. Они там рядом стояли, как бы думал, ну, типа, ворвутся, добьем противника. Мы, моя команда. Что? Врываться? Кнопка, где это? Что? Примерно так у них были мысли. Что, как, где, почему. Ну да ладно. Ничего. Страшного, в принципе, в этом нету. Мы все равно как бы тестируем персонажа. Просто-напросто. Смотрим, насколько он становится сильнее по сравнению с тем, что был по радиусам, по увеличению урона. Ну, как бы тут урон, конечно, так себе смотреть. Ну, вот гранатка. Плюс стороны, неплохо. Вот наш дробовичок. Да, кстати, не очень. Ну, возможно, для дробовика нужно что-нибудь поярче в плане... Ну, чего? Ну, уровня, да, там золотой какой-нибудь достать. Будет уже поинтереснее посмотреть. Ну и копье тоже вот маленькое достаточно. Вот реально такое ощущение, что на первом уровне без атрибутов он был пожестче, чем сейчас. Ну, либо это подкрутки, знаете, для первых уровней, чтобы им было играть чуть попроще. Как бы атрибутов нету на дальность, поэтому такие дела. Так, наверное, дробовик сначала залутаем, будет эффективнее. За противника, конечно, можно погоняться, но там вот хамелеончик бегает, лучше я за ним побегу. Ну, кстати, видите, капибаре хватает, чтобы перепрыгнуть, ну, дистанцию прыжка, чтобы перепрыгнуть фонтанчик, типа. Даже наискосок хватает перепрыгнуть. Блин, не можем догнать никого. Как же интересно играть. Он, слышите, он как Брюс прыгает. Смотрите, сейчас покажу. Чисто прыжок и землю раздавил. Как Брюс. Возможно, даже анимация одинаковая, просто чуть-чуть по-другому звучит, но звук поменяли. Но это не точно, надо будет почекать получше. Так, залетели, красиво вроде бы. Сейчас там еще две бочки, сейчас еще раз залетим. Еще раз залетели, отлично. Пока что все у нас хорошо. Залетаем еще раз. Блин, какой же кенгуру уворотливый, а? Так, убиваем хамелеоша. Отлично. Там, смотрите, кенгуру бегает до сих пор. Да, блин, что ты такой шустрый? Кенгуру, не будь таким шустрым. Эх, ну басики, конечно, они такие, да. Слишком легко против них играть. Хотя кенгуру страдал. Ой, страдал, хотел сказать. Хотел сказать, старался, но получилось, что страдал. Ну, видимо, правда, оно, так сказать, лезет наружу. Видимо, все-таки кенгуру у нас не старался, а страдал. Так, ну что? Надо бы, наверное, копьем сначала бить. То есть прыгать и бить копьем, потому что у дробовика радиус пожестче. И, в принципе, дробовиком... Да, блин! Ну, помогите, ребята, ну, ворвитесь в меня. Спасите, ну, кто-нибудь. Зёбры, давай, покажи им всем. Красавчик, просто, лучший. Все, я Никса сейчас развалю. Блин, я, короче, просто завтыкал. Как-то быстро у капибарки закончилось. Наверное, Никс своим легендарным дробовиком бахнул. Отлично. Давайте я вам сейчас подберу золотой дробовичок. И мы продолжим охоту за Никсом, который всех тут потихоньку убивает. Наших союзничков. Ну, я думаю, у нас все будет хорошо. О, конечно, я бы и резну, а что нет. Ну, а теперь можно, в принципе, прыгать и убивать Никса. И выйдем бочку. Точнее, выйдем гранату Никса. И сейчас запрыгнем в него. Пыщ. И все. Ну, Никс молодец, он старался. В принципе, он мог бы затащить, если, может быть, у него были предметы, там, уровень повыше, и скиллухи побольше. Я думаю, он мог вытащить. Но это не точно. Потому что зона была для него удобная. По идее, можно было такое вытаскивать. Я помню, как-то в такой зоне, в бородатые времена, когда Зуба только появилась у нас, ну, запустили разрабы Зубы только вот недавно, там 3 года назад, да, к примеру. И тогда, вы же знаете, предметы были по совсем другие, персонажей было не так много. И, ну, и играть надо было как-то стараться. Там, кстати, было 4 слота сразу всем доступно, понимаете? 4 слота всем было доступно. Какой кайф. Не надо было ничего покупать, не надо было... А нет, открывать нужно было, но можно было изи открыть. Я не помню, прям на каком уровне открывался 4 слот. То ли 10, то ли 12. Ну, короче, неважно. В общем, он не так далеко открывал. Хотя нет, он раньше открывался, может, на 9. Ну, около того, короче. 9-10 уровень, вот не помню точно. Так вот. Там я тогда, помню, 7-8 миксом брал себе трубку бесконечную. Да, именно так, ребятки, бесконечная трубка тогда еще была. И нагибал. Такая имбища была, потому что под конец зоны мы могли себе позволить
ну, оставались, в общем, возле водички, и да даже не под конец зоны, в любой ситуации вы оставались возле водички, у вас просто был ивейт любого урона, от любого уровня противника. Ну, понимаете, насколько это импово? Сейчас это, конечно, все ограничено, в балансе, ну, типа. Я был... ладно. Вряд ли мне дадут гранату, поэтому пофиг. Так вот. И с этой трубкой можно было творить такое. Просто лютейшим образом можно было творить. На Кулифине тоже можно было творить очень жестко. Потому что там скорость была еще вроде как повышенная в воде. Он тоже мог себе и перемещаться. Короче, бесконечно перемещаться в трубке, чтобы вы понимали. Я, правда, не помню, он тогда мог выпрыгивать с воды или нет. Вроде мог, но... трубка была настолько хороша, что выпрыгивать с воды не нужно было. Или даже можно было и выпрыгнуть с трубкой, я вот точно не помню. Ну, в общем, имбовейший артефакт был. Потом его ухудшили. Ну и мета в игре начала меняться с тем, что нужно было наносить урон. С тем, что... ну, в общем, много чего поменялось. Поэтому трубка перестала быть актуальной. Такие вот дела. Ой, 7 уровень. Я не хочу. Я не хочу драться. У нас команда вон, смотрите. Где-то там шастает часть. А типа сейчас драться почти в Солянова против 7 уровня. Ну, я, конечно, сильный, мощный. Капибар, да. Все дела. Плюс, вот видите, замедление, там кидаю, все дела. Так, сейчас... ну, мы сейчас шотнем этого, потому что слишком много урона у Капибара все равно получается замутить. Поэтому изи шотим. Бля, там Блак ворвался, ты чё? Так, в бочку прыгаем. Кстати, заметьте, Яра бочку очень изи разваливает. Надо запомнить момент этот. Так, бачка я, конечно, пропустил. Я еще случайно аптечку прожал, когда не надо прожимать. Ну да ладно, это уже не важно. Так, наверное, стоит сначала резнуть нашего друга, а потом уже узнать аптечку. Ну, вы видели только что, вынесли втроем челиков 7-го, 6-го, там еще других уровней. То есть, опять же, почему нельзя играть командно? Вот напали бы они на нас все вместе, да? Мы бы изи развалились, скорее всего. Ну вот, шанс был 100%, что мы развалились бы. Потому что там как бы 7-й фламинго, 6-й баг, и мы тут 4-й и 5-й уровни, да, 3-й. Изи должны были отлетать, но они решили по одному слиться, как говорится. Молодцы, молодцы. Ох уж эти прекрасные нубасики на низком уровне, низком рейтинге. Ну что поделать, какие есть. Сразу рейтинг поднять до 1000 не получится. Ну как бы можно, да, упороться и там с инструментами в соло-боях там бегать, веселиться, но это неинтересно, как по мне. Мне нравится больше драться, в замесиках участвовать, разваливать противничков и побеждать. По 8, по 10 киллов делать, все-таки там монетки как бы бустят. Вон, видите, 70 монеток как бы залетело красиво. Особенно, кстати, это круто, когда вы играете на Грандмастере, там у нас же бусты есть от Грандмастера, да, в зависимости от того, какого средних, по монеткам. То есть, чем больше вы киллов делаете, и чем выше у вас, ну, Грандмастер, тем больше монет вы получаете. И там, в принципе, я думаю, сейчас прилично можно лутать на 2К рейтинге. Но этого я, наверное, никогда не узнаю, потому что на 2К рейтинг идти, это нужен сквад, это, ну, просто лютейший сквад нужен. Вот, такие дела. На это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Вот такой вот сегодня Капибар Квин. Мощный, сильный. Пока что нравится, а дальше посмотрим, что с ним будет. Опять же, оденем какие-нибудь новые предметики и заценим, как же он будет хорош или нет. Все, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.